Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Сегодня мои ведьмочки, мои волшебники, мои любимые. Мы с вами погадаем на новую неделю. Какие волшебные чудеса вас ждут на новой неделе, что будет интересного, что будет такого происходить. Может быть, то, что вас очень удивит. И, как обычно, у нас будет с вами 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. То есть вы можете абсолютно на любые ближайшие 7 дней погадать с помощью этого видео. Здесь у нас я Таро ведьму взяла. Вот такая колода. Она очень красивая, она мне очень нравится. Тут книжечка такая. Видите, полностью такая хорошая. Это французская колода, французский автор. Замечательная женщина, художник. Вот. И давайте мы с вами погадаем на этой колоде. Что же вас ждет на новой неделе? В ближайшие 7 дней. Что вас ждет? Что вас ждет волшебного? Что вас ждет замечательного? У нее золотой край такой очень красивый, мне нравится. Замечательная колода. И по традиции, те, кто смотрят с самого начала, получают наставления, послания высших сил. Давайте сдвинем 3 раза, будто вы пришли ко мне домой. Мы решили тихонечко так посидеть, поболтать. Смотрим, что на дне колоды. А на дне колоды у нас 4 воздуха. И прям смотрите, полнолуние. Тут такое, тучки, звездное небо. Ну, высшие силы, они действительно хотят вам сказать, что в скором времени у вас заканчивается какой-то этап в жизни. Такой не очень хороший, может быть. И начинается новый этап. И вам нужно попрощаться с тем, что вы не принимаете в своей жизни, что вам не нравится, что вы не хотите видеть. Ну, например, с болезнью с какой-то. Пусть она уйдет там на убыль, да. Может быть, с безденежьем, с бедностью. Может быть, с долгами, с долгом каким-то, да. Вот скажите, прощай там бедность, прощай долг. Прощай болезнь, прощай одиночество, если кому-то это не нравится, да. То есть вот что вас не устраивает. И вы попрощаетесь, и у вас начнется совершенно новый этап. Вот высшие силы этого хотят. Они хотят вам напомнить, что вы сами творите свою судьбу, что вы маг в своей жизни или волшебница. И, соответственно, вы можете делать изменения в своей жизни. Делайте ритуалы прощания с тем, что вам не нравится. И встречайте то, что вы хотели бы. Да? То, что хотели бы. Итак, давайте выкладывать 4 позиции. Ваше сегодняшнее настроение. Давайте посмотрим, какое у вас настроение сегодня. Вот по этой карте будем определять. И вы по этой карте сориентируйтесь, какая позиция ваша. Какая позиция ваша? Так, давайте камушки возьмем. У меня есть ларец. Ларец, видите, какой? С камнями. Вот камушки. Сейчас будем отсюда выбирать. Ну, вот у меня тут сверху лежит гранат. Давайте возьмем гранат. Первая позиция, пусть будет гранат. Так, дальше что у нас тут есть? Вот я вижу кусочек красной яшмы. Такая вот яшма. Дальше пороемся. Пороемся. Что тут у нас есть? Вот. Видите, какой интересный. Это красный агат. И что мы тут еще найдем? Что мы тут еще возьмем? Ну, вот унакит. Пусть будет унакит. Что-то зеленое хотелось. Итак, 1, 2, 3, 4 позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код.
Первая карта, мне ее подтасовывать нет смысла, это ваше настроение. Нет никакого смысла подделывать кому-то настроение, да? Поэтому выбираю последние 3 позиции в сторону. И мы с вами будем начинать с первой, с граната, да, с нашего. Не знаю, наверное, вам не очень видно, что он красный, но кое-где проблески есть красного цвета. Итак, ваше настроение. Ну, тут у нас такая карта, да, дьявол. Она показывает, что вот я могу все, вот, но именно у вас это происходит с рвением, с таким, как бы, с таким чувством дикой страсти. Вот я могу все, то есть это какое-то как жажда обладания, да. И вы чувствуете силу, но она рвущая такая сила, очень мощная. Получается настроение подчинить себе весь мир. Может быть, подчинить какого-то человека, обстоятельства жизни подчинить. Вы же знаете, что есть Божий промысел, да, вот как говорят. Расскажи Богу о своих планах, и Он посмеется над тобой. Понимаете, вот каждый человек, он хочет подчинять окружающее пространство, окружающий мир, но он может это сделать на самом деле, если проявит терпение и включит позитивное мышление, которое нам очень сложно включать. То есть что-то приключается, и ты уже не можешь думать хорошо, ты думаешь плохо, потому что что-то случилось, там, да, не можешь уже себя контролировать. Постоянные провокации идут. Даже мелочи иногда вызывают сразу же бурю эмоций, и очень сложно себя взять в руки. И дьявол, он об этом и говорит, что вы чувствуете в себе мощь, энергию, но вы в то же время понимаете, вот как бы, да, что вы всего хотите, вот прям всего-всего. Вы готовы идти к своим целям, вы готовы побеждать, вы чувствуете, что у вас может это получиться. Но это какое-то немножко иллюзорное чувство, потому что в любой момент ваши планы могут смешаться, и вы опять вернетесь к тому же самому. Сейчас у вас бодрое настроение, сейчас вы готовы, да? Там, ну, не знаю, даже медитировать, может быть, готовы, чтобы победить этот мир. Но вот это настроение, оно может очень сильно скакать, потому что чуть что пойдет не так, вы сразу же начнете плеваться, чертыхаться, и, соответственно, опять из равновесия можете сразу же скакать в полностью там противоположное состояние. Мое мнение, что и сам дьявол — это не равновесие, конечно. Это скорее просто, как сказать, иллюзия равновесия, когда ты желаешь распоряжаться. И нужно, конечно, здесь все менять. В плане не распоряжаться, да, вот я покорюсь Богу, я покорюсь Вселенной, я чувствую ритмы, да, вот вам нужно чувствовать энергии вокруг себя, то есть ритмы, входить в ритм, вот как музыка, не знаю, там, радио, настраиваться на волну. Хорошо, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшие 7 дней. Основная карта ближайшей недели — это звезда. Хорошая карта, на самом деле, благословение. Она говорит о том, что никогда нельзя терять надежду. И, конечно, она всегда показывает какие-то волшебные вещи. Ну, то есть ваша неделя может быть настоящим волшебством. Карта, конечно же, говорит всегда о том, что вы можете стать более популярным, вы можете привлекать внимание других людей, стать звездой, да? Многие люди могут обращать в ближайшую неделю на вас внимание, восхищаться вами. Ну, вот действительно, вы в карте дьявол находитесь, это тоже такая очень большая карта. И звезда, она идет 17-м арканом после дьявола, но после и башни. Она всегда дает надежду после разрушения. Соответственно, вы можете что разрушать, да, что-то негативное разрушать, чтобы потом обретать волшебное. То есть вам нужно заменить одно на другое, заменить черное на светлое, да. И в вашей жизни может быть эта надежда, то есть вам нужно поверить
волшебные высшие силы и найти с ними опять же коннект. То есть звезда, она и об этом и говорит, что есть определенный баланс. Но чтобы этот баланс обрести, нужно смириться как с хорошим, так и с плохим. То есть совсем вместе нужно уметь смиряться. Нужно уметь принимать все, любые подарки, как говорят, Бога, Вселенной. Но в любом случае, именно эта неделя будет для вас какая-то магическая. Можно много чего в себе открыть необычного, да, и в окружающем мире. И действительно достигать чего-то интересного. Но главное это вот спокойствие звезды. Посмотрите, какая она. Ей, в принципе, без разницы там на то, чтобы покорять этот мир, на деньги, на все. Она берет своим вот этим вот каким-то свечением внутренним. То есть вот вам нужно будет в ближайшую неделю сверкать изнутри. То есть вот это внутреннее свечение распространять, да. Вообще, конечно, значит, неделя у вас действительно какая-то интересная. Карта может показывать поездки, командировки, путешествия, может показывать разные открытия. Просто даже вот, как я говорила, да, вашу какую-то популярность. Давайте раскрывать нашу тему. Да. Какое событие у вас интересное, необычное произойдет на неделе. Именно что необычного будет для вас. Тут у нас выпала карта сила. Вот у вас старшие арканы падают неделя. Опять же, да, сразу же говорят, карты для вас какая-то основная, какая-то значительная, какая-то со свершениями, с такими, да, с достижениями. И необычно будет обретение еще большей силы. И как бы вот видите на него, как эти какие-то волшебные корни напали, а он справляется. Или она, ну скорее это он. И карта, она говорит о том, что на вас могут быть нападки, или можете справляться с какой-то очень большой трудностью, но справитесь. Обретаете силу и понимаете, что ну, даже мощнее, чем думали. То есть для вас будет удивительным тот факт, что вы легко справились с тем, что раньше показалось бы вам титаническим усилием, да, а сейчас вы вот прям одной левой это все смахали. То есть вот обретение вот этой большой энергии. Конечно, карта сила говорит иногда о приручении, о том, что кто-то с дурным там или с очень ядреным характером у вас там в окружении, да, и вы договариваетесь с человеком на ура. Думаете, ну ничего себе, раньше бы этот человек ни за что там, да, не согласился, а сейчас его и уговаривать не пришлось, пошел навстречу. Хорошо, дальше смотрим, что еще у вас будет. Как у вас на личном фронте в ближайшую неделю? Давайте посмотрим. Так, на личном фронте. Шестерка воздуха, но тут необычная колода. Тут мы видим сверкающий кристалл. И вы знаете, тут среди этого сверкающего кристалла в середине вот как будто бы проход. Вот смотрите, да? Такое вот как бы свечение, сверкание, красивый камушек. И я считаю, что в личной жизни у вас может появиться в ближайшую неделю какой-то подарок, знак внимания от человека, ну, кто проявляет к вам, да, чувства какие-то. И также может быть просвет, ну вот какой-то просвет, ну, как сказать, надежда на то, что в личной жизни будут положительные перемены или найдется понимание с человеком. Если вы одинокий человек, это надежда на то, что в личной жизни наконец-то что-то изменится к лучшему. И получается, вы, ну, как с кем-то или общаетесь, или наблюдаете за кем-то, а этот человек наблюдает за вами. Но еще только могут быть какие-то, допустим, ну, не знаю, сближения, да, там, если это новый человек, только знакомства, какие-то знаки внимания такие легкие. Но еще, конечно, не что-то кардинальное. Однако приятно. Если же вы в паре находитесь или у вас какие-то сложные отношения, конечно, карта говорит о сюрпризах, подарках и о просвете в каких-то спорных вопросах, да, между вами с любимым человеком. То есть надежда на улучшение. Вообще, конечно, эта карта, она такая очень энергозаряженная, в положительном ключе.
То есть, когда мы смотрим на кристалл, мы всегда испытываем очень много положительных эмоций, чувств. И здесь вот как будто бы любование какое-то идет. То есть, когда вы смотрите на человека, вы любуетесь этим человеком, он любуется вами. Хорошо, а что у вас с финансами будет? Так, с финансами, ну, прям-таки колесо фортуны. Вы можете поймать удачу в плане денег. Тем более, что у вас прям-таки это уже 4-й старший аркан в раскладе. И, значит, неделя очень значительна по финансам. Она не такая значительная по личной жизни, да, как вы уже начинаете понимать, что тут 4 старших аркана, они не совсем про личную жизнь, они скорее про вашу самореализацию и достижения. И, конечно же, колесо, да еще рядом с силой, со звездой, да еще и с дьяволом, говорит о том, что может быть несказанное везение в деньгах, вот какая-то денежная удача, денежная прибыль. Вы становитесь популярнее, вас больше замечают. И действительно, если вы обретете некоторое внутреннее спокойствие звезды и силу, да, мощь, энергию нашей карты сила, то у вас могут прибавляться деньги или хотя бы иметь на новой неделе перспектива, да, на будущее, что вы получите большой куш. Поэтому сейчас удача в ближайшую неделю на вашей стороне по деньгам, и вам нужно ну, хватать ее, хватать быка за рога. Просто постарайтесь не сильно привязываться к этому по дьяволу, да, не привязывайтесь, а именно вот отпустите чуть-чуть сами вожжи по поводу денег, а попробуйте расслабиться и включить удовольствие от деятельности. Действительно, пойте и пляшите как бы, да, внутри себя, когда вы работаете, когда вы делаете. То есть вы должны быть от этого счастливы. Ну, слово «должны» тут не подходит, конечно. А вот, знаете, как-то взять и включить в себе удовольствие от работы. То есть, если вам не нравится работа, нет смысла, конечно, ее делать. Вам нужно найти то, что вам по душе. Да? Ну, вот такая позиция номер 1. Такая интересная очень позиция оказалась. И карты все такие светлые, кроме дьявола. И я думаю, что тут есть надежда на сильное продвижение на неделе. Так, хорошо. Смотрим дальше. Тут у нас красная яшма. Красная яшма. И первая карта — это ваше настроение сегодня. По ней вы ориентируетесь. Ну, тут у нас, значит, двойка воды. И так, воды или огня? Фау. Фау огня, конечно, да? Это Е или Ф? Интересно. Интересно. Вот, ну, давайте ориентироваться по карте. Смотрите, карта показывает рассвет. Карта показывает, что среди туч всходит солнце. Соответственно, когда мы видим такой знак, мы понимаем, что в скором времени вы надеетесь на улучшение вашей жизни. И я так это вижу, да, вот эту карту, что она символизирует ваше хорошее настроение и надежду на то, что все исправится в жизни. Все будет хорошо, да, вот все будет хорошо. Я надеюсь на то, что все будет хорошо. Карта замечательная в том плане, что она говорит о ваших внутренних настроениях на лучшую жизнь, на веру в Бога, на то, что вы надеетесь на высшие силы, на Бога, на ангелов, они вас выведут, мол, за руку, и солнце осветит ваш путь. То есть вот в этом здесь суть, конечно. Это карта роста, это карта, говорящая о том, что вы сейчас растете в жизни, вы сейчас продвигаетесь вперед, строите планы на лучшее будущее. И, соответственно, вы можете к другим людям тоже относиться хорошо. Когда вы относитесь к людям хорошо, они, естественно, вам пытаются отвечать как зеркало. Да? Вот вы же это понимаете, что они вам пытаются сделать тоже в ответ что-то хорошее, светлое. Вот вы знаете, как бы люди, они всегда любят, чтобы им делали что-то очень такое хорошее, да. Они любят, когда их хвалят, они любят, когда к ним по-доброму. И, соответственно, когда вы по-доброму, все вокруг отвечают вам взаимностью.
Соответственно, эта карта, она здесь уже совершенно точно показывает, да, что вы можете влиять на людей, и они в итоге будут, ну, как-то делать так, чтобы вы были счастливы, то есть всячески идти вам, ну, навстречу, да, навстречу. Вот, поэтому здесь уже точно у вас настроение такое, ну, не то, что уж побеждать, а именно, ну, не рвущее чувство, да, а именно улучшить свою жизнь. Вот прям такое настроение, дождаться рассвета и улучшить свою жизнь, развеять тучи на небе, да. Хорошо, давайте посмотрим основную карту недели. Так, основная карта недели у вас суд. Ну, суд — это хорошая карта, возрождение. Опять же, вот вы ждали возрождения, у вас такое настроение, да, вот как рассветное. И, соответственно, вот он суд, да, возрождение. Карта говорит о том, что есть на небе Млечный Путь, который прекрасен на самом деле. И также есть, ну, Вселенная, звезды, галактики. Все это населено. Просто вы об этом еще как бы не совсем понимаете, да, то есть не видели своими глазами, но вы чувствуете это. И вы чувствуете ритмы Вселенной, ритмы Млечного Пути. И, конечно, это вот такое чувство, вот, знаете, как чудесное такое, да, как ожидание чуда. Вот вся неделя может быть пронизана ожиданием чуда и получением чуда. Вот как будто бы сначала вы ждете это чудо, да, ждете, что оно какое-то, ну, интересное, что-то веселое такое, радостное, может быть, просто такое, да, необычное произойдет, и вы, ну, берете и расслабляетесь, может быть, да, мол, чудо все равно будет в моей жизни. И вот вы живете в предвкушении сначала, а потом, да, потом вы рождаете даже вот своей энергетикой это чудо, энергией своей. То есть вот эта двойка воды, она сразу же показала, да, что вы настроены на ритмы Вселенной. То есть вот прошлая позиция, там человек был, он жаждал, да, а здесь вы настроены на ритмы Вселенной. И вот суд, он говорит о том, что да, у вас будет Вселенная, она на вашей стороне, и у вас будет это чудо. Хорошо, давайте посмотрим, что еще будет такое необычное. Вот карта упала. Так, карта упала. Давайте посмотрим, что там необычно. Тут даже две упали. Необычное, что будет происходить, что они даже упали, да? Тут у нас пятерка воды и тройка воды. Смотрите, я здесь вижу камин, да, ведьмин камин. И там горят свечи, вот как будто бы книги, видите, лежат под свечи, книги. Как будто бы какой-то ритуал был, ну, производился здесь. И также тепло, свет, да, счастье какое-то. И дальше у нас тут урожай такой, прям изобилие. Смотрите. И, конечно, вот будет необычно то, что вы манифестируете сначала, вот ваше изобилие в жизни, да, ваше удовольствие, ваше счастье, а потом оно будет происходить. То есть неделя у вас действительно с какими-то вот такими яркими, необычными событиями. Может быть такое, что вы с кем-то даже соберетесь у огня, у камина или в гостях, да, и пообщаетесь с близкими людьми. Может, вам что-то подскажут интересное, необычное, близкие люди. Или вы просто расслабитесь, поговорите, ощутите поддержку от них. И, соответственно, вот он, взрыв изобилия, да. То есть будет действительно много вот как будто бы прибавления по деньгам, удовольствия какие-то. Такое чувство, вот, что не то, что всего хватает, а много всего. И неделя, она счастливая у вас явно. То есть, когда действительно прибавляется энергия изобилия. Так, а что у вас будет в личной жизни? В личной жизни на новой неделе у нас валет огня, да. Ну, я так чувствую от этой карты, что
Это как прорыв какой-то, это яркий человек в вашей жизни. Вот этот человек проявляет некоторую инициативу, рост какой-то идет в личной жизни, много разговоров, может быть, с кем-то, кто дорог вам. Вообще, данная карта, она показывает обновление, она показывает, что идет яркий период в личной жизни, когда ты очень много общаешься и взаимодействуешь с человеком, который тебе дорог или нравится. Если у вас такого человека сейчас нет, карта может показывать некоторое сближение с кем-то, или кто-то нравится, и вы смотрите на этого человека, он смотрит на вас, то есть какая-то искра идет, да? То есть хорошая такая карта для личной жизни, очень такая светлая. Она всегда показывает прорыв в личной жизни, да, и какие-то яркие события. Иногда может показывать, конечно, легкие сексуальные отношения, но чаще всего именно улучшение просто, да, вот какой-то огонь, да, зажигается. Так, что у вас с финансами отдельно уточним. Вот видите, семерка воздуха, четырехлистный клевер здесь, видите? То есть вы его нашли, вот у вас большая удача по деньгам на этой неделе может быть. То есть может быть хорошее такое денежное прибавление, хорошие новости про деньги и просто фортуна, удача на вашей стороне, а вам нужно только действовать. Конечно, если вы ничего не делаете для получения денег, как же они к вам придут, да? То есть вам нужно действовать, естественно, искать свой четырехлистный клевер, и вы его найдете. Удача придет к вам, но вам нужно проявить инициативу к этой удаче. Вы знаете, может быть, вам даже действительно нужно попробовать взять клевер как талисман. Положить в кошелечек, он там засохнет, вот, и носить его с собой. Может быть, это привлечет к вам дополнительные жизненные ресурсы, дополнительную энергию, и вы увидите, насколько это работает, да, вот то, что вы хоть какой-то маленький ритуальчик сделали. Конечно, такое настроение навевает сама колода, потому что это Таро ведьм. Но все же, если вы какие-то магические вещи проворачиваете, да, в своей жизни, они всегда работают. Просто нужно в это, поверить, что ли. Нужно как-то настроиться на эту волну. Но это именно удачливая карта по деньгам. Вы нашли четырехлистный клевер, значит, вы можете сделать прорыв, да, в работе там или как-то в бизнесе в своем. Вот такая позиция номер 2. Очень такая интересная позиция, мне понравилась. Так, смотрим дальше. Позиция номер 3. Наш красный агат. И давайте смотреть первую карту. А первая карта у нас это ваше настроение на сегодняшний день. Ух ты! Ничего себе! Девятка земли. Смотрите, эта карта показывает большое изобилие, особенно финансовое. Здесь вы человек щедрый, да, сейчас вы щедры на какие-то радостные моменты и на то, что вы готовы делиться с людьми там, своими мыслями, разговорами, там, может быть, помогать людям, даже финансово. А люди, естественно, дают вам много энергии. И получается так, что вы человек открытый, да, очень открытый, но при этом щедрая энергия изобилия сразу же врывается в вашу жизнь, то есть вами правит Венера, и вы можете обмениваться с людьми как можно большими потоками слов, информации, там, не знаю, даже блоги вести, и увидите, насколько люди к вам тянутся. То есть вот у вас прям очень хорошее настроение на сегодняшний день, и это настроение созидательное. Это настроение как раз-таки показывает, что вы свернете горы в ближайшую неделю, скорее всего, потому что большой такой хороший энергозапал идет. Конечно, карта очень приятная, да, то есть такой большой пентакль висит в небе тут, да, или под потолком, как бы, или в виде люстры. И мы понимаем, что денежная земная энергия вас благословляет. Ой, я извиняюсь, я толкнула камеру. Однозначно вас благословляет, да, это денежная земная энергия. То
То есть такое чувство, на пороге деньги стоят прям вот в вашу жизнь, да, богатство, процветание идет в вашу жизнь. Хорошо, давайте теперь посмотрим основную карту недели. Так, ну у нас тут, значит, есть Луна. Нет, это мир. Мир. Вот смотрите, они меня, французы, постоянно обманывают. Я сюда смотрю, Лемонде. Для меня Лемонт. Да, я сразу немецкий, Луна. А это для них мир. И я потом уже, ага, это же 21-й аркан, это мир. Ну, французская колода, французский автор. Смотрите, еще Луну повесила. Карта «Мир». А мир, конечно, это очень такая хорошая карта для недели. Она показывает итоги. То есть вы можете на неделе подвести итоги своих каких-то прошлых свершений и перейти на новый уровень, на следующую стадию жизни. То есть завершить одно, начать другое. Более того, эта карта, она показывает большие результаты. Ну, то есть, вот, допустим, вы манифестировали, работали, проводили, может быть, какие-то ритуалы или еще что-то, и у вас будут большие результаты. То есть, опять же, карта показала, да, здесь, что могут быть и прибавления по деньгам, и любые другие результаты, вот куда вы вкладывали энергию. Например, вы ходили в спортзал, да, вы начнете замечать на новой неделе, что вот она, фигура приходит в норму, да, форма у вас обрисовалась. Вот, там худели, например, не ели, вот он вес уже-то упал, там работали много, ага, намеки пошли на продвижение по карьерной лестнице. Искали работу, ага, нашли. То есть, понимаете, вот какой-то результат от вашей прошлой деятельности, от ваших прошлых свершений. То есть вы вкладывали энергию, вы получили результат, но вам нужно перейти на новый уровень. И, конечно, мир об этом говорит, да, что высшие силы на вашей стороне, что вы можете переходить на следующий цикл там, ваших каких-то новых действий, свершений и ставить новые цели для того, чтобы их достигнуть. А достигнуть вы можете, потому что вы невероятно сильны сейчас. То есть это период жизни, когда у вас очень много силы, энергии и мощи. Хорошо, давайте посмотрим, что неожиданное, необычное произойдет у вас на неделе. Что неожиданное и необычное будет, это у нас башня. Башня, она показывает, что что-то вы будете свергать. Ну вот, вы знаете, может быть, кто-то слишком пытается вас ограничивать, да, кто-то пытается вам что-то вменить, какие-то правила, какие-то свои устои, там даже, как сказать, ну, законы, может быть, подчиняйся там определенным законам, или ты никуда не выйдешь, или там, ну, пытается всячески вами владеть, да. Башня, она всегда идет после чего? После дьявола второго. Помните об этом. Сначала у вас был дьявол. То есть дьявол — это тот, кто вами манипулировал, владел, да, пытался быть вашим хозяином. Вот что было вашим хозяином? Вспомните. Бывает, человек настолько хочет себе новую квартиру, что она его хозяйка. Бывает, человек настолько хочет ребенка, беременность, что беременность его хозяйка. Бывает такое, что человек настолько хочет, там, я не знаю, быть с другим человеком, что он его хозяин. Или хочет денег, таких денег, что эти деньги его хозяева. Понимаете? То есть вот иногда наши желания нами просто владеют. А мир говорит как раз-таки о том, что вы освобождаетесь от этого. И башня тут же подсказывает, что вы свергнете чье-то правление над вами. Что это может быть? Помыкание от кого-то. Даже вот когда мама пытается вами владеть, там, да, указывать, управлять, каждый день толдычит что-то, да, там, вы больше не можете ей подчиняться, никому не можете, ни мужу, ни там своим каким-то зависимостям, там, ну, много едите, например, да, и вы хотите создать себе красивую форму, там, оздоровиться, правильное питание хотите, но то, что вы много едите, это владеет вами, оно ваш хозяин. И, конечно, башня нужна. Она не всегда показывает какие-то разрушения, да,
Она говорит, неожиданно, что произойдет? Да вы неожиданно для себя разрушите вот это, разрушите и перестанете под чьим-то гнетом жить, или чтобы вас угнетали вредные привычки какие-то, да? Хорошо, давайте посмотрим теперь, а что у вас будет в личной жизни на новой неделе. Что же будет в личной жизни? Повешенный. Пока что развития нет. Вот эта карта, она всегда показывает подвешенное состояние. Здесь, кстати, человек в позе лотоса находится. Это значит, что первое, у вас может пока не развиваться личная жизнь, вы на ней не сконцентрированы, или даже если сконцентрированы, нет развития. Того должного развития, которое вы ждете. То есть вы хотели, допустим, там, не знаю, например, большой любви, свиданий, пока сложно это устроить. То есть вы пока другим заняты. Может быть, вы в отношениях находитесь. Пока в этих отношениях трудно что-то сильно поменять. Вы можете разрушить влияние человека на вас, но в плане улучшения самих отношений, конечно, это не улучшит отношения, это пока что еще только ухудшит их. Потому что, ну вы же сами понимаете, если человека поставили на место, он такой сразу раз и на свидание вас пригласил. Нет, он будет взбрыкивать, он будет психовать из-за этого, естественно. Ему будет тошно, плохо. Вот, поэтому он будет пытаться возвращать вас на свое место, да, то есть возвращать свое влияние на вас. Если вы тут видите повешенного, значит, пока трудно что-то изменить в романтическую сторону. То есть пока от новой недели вот прям таких свиданий и романтики я бы не ждала, конечно. Хорошо. Скорее что-то зависшее, как ситуация еще пока не развилась до конца. Да? Что у нас с деньгами, с финансами на новой неделе? Давайте смотреть. Вот здесь у нас прям такие карта ведьмы. Ведьма показывает, что вы наколдуете себе финансы на новой неделе. То есть буквально вы будете делать алтарь, проводить ритуал, да, и в итоге это возымеет свое действие. То есть на новой неделе вы только делаете ритуал. Деньги придут, конечно, после, когда ритуал подействует. Что это значит? Это значит, что, скорее всего, вы постараетесь что-то предпринять. То есть не обязательно, что вы действительно магичить встанете, да? Может, вы мужчина, там, не знаю. Мужчины вообще редко этим занимаются. Ну, хотя сейчас все чаще и чаще. А раньше так вообще только мужчины, наоборот, старались это все эзотерику разбирать, да? Всякие были масонские общества и всякие эзотерические общества, в которых состояли в основном мужики. Вот, поэтому, вы знаете, я тут вижу просто предприимчивого человека, который действует в плане покорения финансовой вершины. И да, вы будете предпринимать действия, а эти действия позже недели возымеют последствия. И, конечно же, могут быть большие результаты. Получается, что денежная изобильная энергия сейчас в вашей жизни есть. Я не думаю, что вы будете в чем-то нуждаться, но когда хочешь прям больших-больших денег, да, то есть нужно вложить энергию и что-то сделать еще. И в итоге, конечно, вы добьетесь того, что вы хотите. Ну, вот такая у нас третья позиция. А мы идем дальше. Позиции номер 4 наш накитик замечательный. И первая карта — ваше настроение сегодня. Да, смотрим настроение сначала. Вы по ней ориентируетесь. Колесница. Ну, вы знаете, тут настроение самое-самое такое, да. Только вперед, оптимизм. Только вперед, светлая вера в будущее, мечты, новые какие-то надежды, цели поставлены. Много новостей, подсказок идет в вашу жизнь. Вы светлый человек, который бежит по жизни смело, да? Смотрите, какая девушка, ну такая вот прям замечательная. Неважно, мужчина вы или женщина, у вас ее энергия. Энергия, ветра, да, может быть, какого-то. Энергия романтики, счастья. Я не знаю, но вот у вас, получается, настроение должно быть только хорошее по этой карте. Только целеустремленность, желание победить, может быть, да. Или желание двигаться куда-то, ехать, путешествовать, что-то изучать.
интересоваться этим миром. Это повышенный уровень положительного настроя, да. Хорошо, значит, настроение хорошее, замечательное, бодрое. Вы готовы на все. Хорошо. Давайте теперь посмотрим тогда основную карту недели. Так, основная карта недели у нас это императрица. Ну, тут какой-то праздник идет. Тут прям празднуют, конечно, то ли урожай, то ли что, вот, да, примерно такие праздники. Какие-то народные праздники, да, идут. Но само по себе женщина в центре внимания. Беременность, там, рождение нового, да, вынашивали планы, эти планы скоро воплощаются в жизнь. То есть изобилие, счастье, гармония, праздник. Вот эта карта, она показывает именно общение часто с подругами, с женщинами, в женском коллективе, может быть. Много результатов принесет эта неделя, действительно много. То есть это уже второй старший аркан в вашем гадании, значит, неделя важная для вас. И в этой неделе будет много веселого, такого яркого, интересного. Как бы карта показывает, как бы отмечаете что-то, да? Отмечаете что-то, во-первых. Во-вторых, по поводу беременности. Здесь могут быть какие-то новости про чью-то беременность, про свою даже, если вы хотите. Потом, значит, рождение новых идей, да, воплощение их в жизнь. Вы вынашивали план, вы воплощаете этот план, да. То есть вот прям такая продуктивная неделя, я бы сказала, очень продуктивная. Много можете сделать для коллектива, для дома, для семьи. Хорошо, а что необычного, неожиданного для вас будет происходить? Ну, прям смотрите, девятка огня. Девятка огня показывает здесь прорыв такой, да, вот волшебной палочкой взмахнули, и начинает происходить что-то прям такое алхимическое. Конечно, эта карта показывает, что неожиданно исполнится какое-то ваше желание, ваша мечта, но без ваших действий этого не может быть. То есть вам все равно нужно действовать, чтобы это все сбылось, но вы даже не ожидали от себя как будто бы. То есть вы действовали, но даже не думали, что так быстро сбудется какое-то ваше желание. Какая-то ваша важная цель достигнет апогея. И вы реализуете эту цель наконец-то. Ваш план сработал, да? То есть вот карта, она такая, она показывает, что человек прям магичит, человек, у него искрится эта магическая волшебная энергия, и, соответственно, исполняется то, что он захотел, то, что у него должно давно было получиться. Так, а что у вас в личной жизни будет? Интересные прям такие карты. Ага, правосудие. Вы знаете, правосудие — это либо просто вот наш официальный брак, что человек находится в официальном браке, у него все чинно, так благородно, никто не нарушает никаких правил, да, и вот человек живет стабильно. Но есть другой вариант, что вы с любимым человеком пойдете в забор, и у вас будет спорный вопрос. Вроде как справедливость на вашей стороне, но человек будет гореть праведным гневом, что я прав, и все, тут трава не расти. Будет что-то доказывать с пеной у рта, и вас рассудит только справедливость, кто прав, кто виноват, да? Может быть, какой-то третий человек рассудит, кто из вас прав. Также карта показывает просто сухие отношения. Ну, либо вы не в отношениях, да, и пока не будете. Либо сухие отношения такие, когда люди, ну, как бытовухи такой, да, общаются, у них нет ярких эмоций. Эта карта всегда чопорная. И когда она выпадает на личную жизнь, я понимаю, что здесь пока романтики не жди, конечно. А скорее просто все выполняют свои обязанности и функции. Как улучшить личную жизнь для вас? Что нужно сделать, да? Ну вот видите, тут у нас кавалер огня. Он показывает, что нужно добавить страсти, нужно добавить огоньку, нужно проявлять. Если вы хотите отношений, нужно их как бы зажигать, добавлять сексуальной энергии, страсти. Если вы ни с кем не в отношениях, есть, по сути, человек по кавалеру огня, рыцарь, наверное, да, кто интересуется вами, кто испытывает к вам влечение.
ну тогда вам нужно себе на лицо надеть желание, искру какую-то в глаза добавить, да, чтобы человек мог почувствовать зеленый свет. И, ну, конечно, он тогда начнет как-то действовать. Вот. Если вы мужчина, тогда вам нужно действовать, да, добиваться тогда от женщины, если она вам нравится, какая-то женщина. Или кто-то может понравиться. Но есть женщина, которой нравитесь вы. Хорошо, а что у вас в финансах будет? Ну, тут прям жрица, да. Углубленно нужно что-то изучать, чтобы были деньги. Но жрица здесь очень богато одета, на самом деле. Каменья. И я понимаю, что денежки у вас, они могут идти в вашу жизнь, но просто нужно вот тот вопрос, которым вы занимаетесь, бизнес, работа, изучить досконально, вот до дна, до самого конца, глубже, чем другие люди. Если вы это глубже, чем другие люди, изучаете, соответственно, вам идут деньги, потому что вы профессионал, за ваш собственный профессионализм, за ваши знания. Вы все равно... Вот то, чему вы уделите внимание, оно будет расти, понимаете? Что такое человеческая энергия? Это вот человек ее берет, он ее направляет, она всегда созидательна. Эта энергия, положительная энергия, она всегда созидательна, отрицательная, разрушительная. Куда бы вы ни направили свое положительное внимание с интересом, с живым интересом, это будет расти и принесет вам деньги. То есть, если вы хотите на этом заработать. Если вы не направляете туда внимание, никакого не направляете, или вы направили туда отрицательное внимание, вы понимаете, какой будет результат. Нет внимания, нет роста, нет денег. Нет, агрессивное, злое внимание, гадкое, там, не знаю, с плохими мыслями, разрушение, нет денег, деньги в минус пошли. Понимаете? То есть, что говорит жрица? Она говорит, будь в этом ведьмаком или ведьмой. Направь свое внимание. Если направишь, если вот оно созидание, так много надо. Конечно, это не то, что 10 минут направила внимание, да, там все. Если бы я 10 минут направляла внимание на свой канал, у меня был бы, там, не знаю, 5 подписчиков. Вот, у меня и так их мало, я понимаю, но я все равно направляю внимание каждый день. И понимаете, ну, каждый человек так, инженер направляет внимание на свои проекты, чертежи, да, каждый день. И он бы инженером не был, если бы у него, ну, не было этого внимания каждый день, много лет. То есть вам надо понять, что на инженера 6 лет учатся. И каждый день направляют на это внимание, даже по выходным. И на все так, на юриспруденцию. Каждый день законы надо читать. На психологию, каждый день книги по психологии читать. То есть, понимаете, вот почему она книгу раскрыла? Потому что это вот те знания, которые нужны вам. И чем больше внимания, тем больше денег. Все просто. Вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.